Всем привет! Сегодня выбрался с гамаком в лес и заодно хочу потестировать и показать вам новый тент от компании Pomolle. Называется Wolfden. Это ультралегкий тент, сделанный в коллаборации с каналом Lone Wolf 902. Я думаю, те из вас, кто увлекается бушкрафтом, знают, что это за канал. Это зарубежный блогер. Это ультралегкий тент плотностью 20 denier. Это нейлон с рипстопом, покрытый силиконом. Он у них называется Фенилон. Водостойкость 3000 мм. Вес данного тента заявлен 1 кг. Но мы сегодня с вами все взвесим, потому что здесь довольно-таки богатая комплектация. В комплекте оттяжки, колышки. Ну, сейчас я вам поближе все это покажу. Размер данного тента 270 см на 370 см. Он сделан специально для гамака. Также его можно использовать как укрытие для одного человека. Сегодня попробуем несколько вариантов установки как раз на гамак. Посмотрим, как его можно растянуть, потому что не очень много оттяжек и разных вариантов установки. Посмотрим, как он выглядит. Покажу вам все крупным планом. Погнали. Так, давайте взвесим, пока я его не распаковал, сколько весит целиком полностью набор. «960 грамм». То есть заявленный килограмм, даже весит немножко поменьше. Но здесь в комплекте, а сейчас я покажу, есть колышки и оттяжки. Тент без колышек весит где-то 680 грамм. Давайте распакуем, я покажу, что внутри. Сам чехол довольно-таки просторный, поэтому тент, когда будет мокрый, его без проблем сюда можно будет убрать. То есть чехол с запасом. Он сделан из такой же ткани, что и тент. То есть это нейлон с рипстопом, покрытый силиконом. Тент ультралегкий, ткань очень тоненькая, 20 denier, видно, вот даже на просвете немного мои пальцы даже видно. Поэтому для такого размера тент весит совсем ничего. Так, что у нас идет в комплекте? Сумка с колышками на завязке. В комплекте вот таких вот 10 колышков. Они красные, это хорошо, не потеряются. Также у них есть вот такие темлячки со светоотражающими вставками. То есть даже ночью их будет видно в свете фонаря. Вот такие трехгранные алюминиевые колышки. Вес одного колышка 12,3 грамма. Я их взвесил перед выходом. То есть 10 колышков весит 123 грамма. А в комплекте 10 штук. Как бы что отлично. Потому что многие производители вообще не кладут никакой ни оттяжки, ни колышки. Докупаешь это все отдельно, потом выходит все намного дороже. И в комплекте идут вот такие 10 оттяжек. Черные со светоотражающими вставочками, с регулировкой. Длина оттяжки 270 сантиметров. Их 10 штук в комплекте. Вес одной оттяжки я взвесил 15,3 грамма. То есть, ну, кому это важно, просто можно не все оттяжки брать, если вам, например, все они не нужны, можете посчитать, сколько будет весить комплект. То есть 10 оттяжек, 10 колышков и сам тент. Давайте я сейчас его растяну над гамаком и посмотрим, как он выглядит. Поехали. Так, ну вот, тент я растянул. Я специально сделал с одной стороны стенку. То есть вот стена. То есть получается, я вот эти специально краешки завернул в эту сторону, чтобы не задувало. Получается, здесь есть такое пространство. То есть висит гамак. До стенок вы доставать не будете. При этом у вас здесь стена. И здесь из-за вот этих вот оттяжечек можно сделать, придать форму, какую вам хочется. Здесь такой крючочек есть для фонарика, сейчас повешу. И получается, что я вот эту штуку сюда загнул, вот этот край. И ночью, когда буду ложиться спать, я вот это все опущу вниз и как конверт закрою. Так, получается, вот так это выглядит с этой стороны.
с этой стороны стена, потому что это подветренная сторона будет. Краешек загнул в эту сторону, ночью я его закрою. Здесь получается расстояние не очень большое, можно еще ниже опустить, но тогда просто под ним ходить будет неудобно. Я специально сделал так, чтобы по тенту можно было ходить. А можно так вообще прибить вот эту сторону, вообще можно к земле прибить, если вам захочется. Получается такая довольно-таки сложная форма у тента. Видно, да? Вот стена. Как вам показать? Вот. Вот такая стена. Получается, даже если какой-то косой ливень будет с сильным ветром, вот в эту сторону, например, ну, нужно определиться, с какой стороны у вас ветер будет, туда эту сторону и наклонять. И получается, можно так вот закрыть, вот такой сложной формой сделать стену. Оттяжек очень много. Давайте посчитаем. Раз, два. Это сверху на коньке. Здесь 2 штуки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 снизу. И с той стороны еще столько же. То есть на длинной стороне у вас 1, 2, 3, 4, 5 оттяжек. Центральная тоже есть, можно еще центральную. То есть если у вас с собой много оттяжек, либо веревок, можно еще центр там прицепить. Ну, прям можно на резинку на какую-то сделать. В общем, оттяжек 10 штук в комплекте можно доложить даже еще, потому что тут конструктор полностью под ваши какие-то фантазии и потребности. Можно здесь растягивать, можно снизу как хочешь растягивать. Можно хоть полукругом его сделать. Вот такой тент. Сейчас я покажу, как он будет выглядеть ночью, потому что камера ночью не возьмет, скорее всего. Сейчас я закрою одну сторону и покажу, как это будет выглядеть в ночное время. Так, ну вот, в общем, вот так получается тент у меня сейчас растянут. Давайте я покажу, как он вообще выглядит внутри. То есть швы все проклеены, ткань покрыта силиконом. Здесь вот такой крючок, на который можно повесить фонарь, и у вас здесь будет уютно. Можно какую-то книжку почитать. Крючочек под фонарик один, поэтому, когда будете вешать тент, обратите внимание, чтобы он у вас был над головой, а не над ногами. Так получается прям как раз. Руку вытянул, включил, вытянул, выключил. Залез в гамак и лежишь себе, читаешь книжку, например. Так, давайте, пока я его еще не закрыл, светло, покажу. Все швы, вот видно, проклеены. Оттяжки прошиты в 3 местах. Ткань усилена, несколько слоев. И имеется вот такая вот фурнитура пластиковая. То есть не просто как на дешевых тентах у вас торчит язычок стропы, а здесь пластиковая фурнитура. То есть все хорошо прошито. Ткань видно, да, блестит. Она просиликонена. Но при этом очень тоненько видно, то есть рука просвечивается. То есть это ультралегкий тент. Для такого размера он весит совсем ничего. Повторюсь, размеры тента 270 на 370 сантиметров. Для гамака прям самое оно. То есть видно, что гамак целиком туда умещается без проблем. Потому что у меня был до этого 3-метровый тент. Я его по диагонали вешал, и мне его не хватало. А вот этого прям отлично. То есть с запасом ничего не будет затекать. Сейчас я его закрою, ничего не будет задувать. Да, вот там костер развести. И у вас получается сзади не дует, сзади стена. Его даже можно еще чуть ниже опустить. Ну, места довольно-таки много. Если вы будете только спать под этим тентом в гамаке, то можно опускать прямо до земли. Его хватит вполне. Давайте покажу, как он будет закрываться на ночь. Так, вот я растянул тент, как он будет ночью. Получается у вас такая парящая палатка. То есть до земли не достает, можно ставить где угодно, на любой местности. Вот здесь очень большой уклон, поэтому палатку здесь не поставить. Здесь градусов, наверное, 15, но уклон есть. Вот я сейчас камеру держу полностью горизонтально. Вот где-то вот такой уклон. При этом гамак у меня висит ровно. Тент не касается земли. Можно его опустить ниже, чтобы он касался прям земли до конца. Там это позволяет размеры тента. Получается вот такая вот парящая палатка для гамака. Сейчас вам покажу, как это все выглядит. Вот так вот сбоку это выглядит. А еще данный тент можно использовать как однослойную палатку, например, ну помимо того, что это просто как навес можно использовать, понятно, думаю, всем. Вы просто берете за нижние вот эти точки, здесь их очень много, прибиваете колышками к земле,
то есть чтобы не было просвета. Также натягиваете конек верхний и вот этими оттяжками средними боковыми увеличиваете себе пространство. То есть у вас не просто треугольная палатка будет, а с боковыми вот этими оттяжками средними у вас получится такой домик и довольно-таки много полезного пространства. То есть вот за счет вот этих оттяжек они как раз добавляют функционал этому тенту, потому что можно с помощью них увеличить внутреннее пространство. Вот как раз на тенте логотип канала Lone Wolf 902, как раз с ним в коллаборации сделан этот тент, то есть Помоле вместе с этим YouTube каналом сделал. У него там очень много всяких интересных видео по ночевкам в теплых палатках с печкой, по ночевкам как раз в гамаке зимой, поэтому кому интересны такие суровые, в общем-то, виды ночевок, можете посмотреть. Давайте попробуем внутрь зайти. То есть там я уже привязал ту стенку, здесь еще нет. То есть когда я буду ложиться спать, и эту стенку на колышек также застегну. Вот так вот внутри. Я, конечно, фокусное расстояние не особо позволяет здесь развернуться. То есть получается, что у вас такая вот парящая палатка. Здесь спите. До стенок довольно-таки далеко. Вот до этих. Их можно сделать еще дальше. То есть как вам нравится. Еще дальше их растянуть. Просто у вас будет более плоская крыша. И у вас тогда места сбоку будет еще больше. Здесь без проблем рюкзак встанет. Не намокнет там. В ноги можете его положить. Либо наоборот под голову. Садиться можно без проблем. Удобно сидеть. То есть ничего не мешается. Места предостаточно. Вот я не сижу. Место довольно-таки, то есть я вот на вытянутых руках до тента достаю. Вот, а когда нужно, открыли вот эту стенку, закинули ее наверх и наслаждайтесь костром. Как только дождик пошел, опустили. То есть ветер не задувает. Можно опустить его еще пониже, как вам хочется. Крышу сделать более плоскую, чтобы не такая она высокая была. Я специально сделал, чтобы можно было ходить, ну, немножко пригнувшись, но ходить, а не ползать под ним. Друзья, ну уже темнеет. Вот такой тент у меня камера, к сожалению, не сможет заснять ночью ничего, потому что объектив довольно-таки темный. Поэтому я постарался вам показать при свете дня. Сейчас буду разводить костер, кушать. А вам спасибо за просмотр. Надеюсь, обзор был полезен. Кто-то присмотрится к этому тенту. Всем спасибо. Пока-пока.